Всем привет! Добро пожаловать обратно в постройки Sims 4. Сегодня нам предстоит продолжение челленджа, радужного точнее челленджа, простите. Вот, у нас сегодня, вроде как дополнительная квартира, потому что основной спектр радужный мы уже закончили, потому что неделю или две назад была фиолетовая квартира, может быть, 1,5 недели назад, но неважно. Суть в том, что все 7 квартир я уже построила, но, как я уже говорила, я хочу еще отдельно розовую, я хочу отдельно белую, черную и серую. Ну, то есть немножечко дополнить спектр. Возможно, у вас тоже есть какие-то идеи, обязательно делитесь ими. Но пока что у нас на повестке розовая квартира. И я очень сильно не хотела скатываться в такую, знаете, историю Барби. Но это было очень сложно, потому что, конечно же, предметов очень мало. Я думала, что, в принципе, фиолетовая квартира станет самой сложной, потому что там я взяла и так небольшую квартиру, но и обставлять ее было очень сложно, потому что предметов крайне-крайне мало, при том, что почему-то в раскладке этот цвет обозначается как пурпурный, но пурпурный — это оттенок красного. Это не фиолетовый. Я не знаю, почему так сложилось. Но суть в том, что по этому фильтру отфильтровывались и синие, и фиолетовые, и розовые предметы. В общем, я немножечко помучилась с прошлой квартирой, но с этой немного веселее, потому что очень много из новых последних наборов было как раз-таки доступно, потому что там были вариации с розовым цветом, как раз-таки в кабинете много чего из новых наборов. Вот. А еще, конечно же, я столкнулась с проблемой того, что с увлечениями. С увлечениями что же у нас же? У нас же ничего нету, как обычно. В итоге мне достался этот столик для букетов, по-моему. Я уже не помню, для чего он используется. Я его очень редко ставлю, только для декора какого-то больше, мне кажется. В общем, он оказался розовым. Я подумала, окей, будет внутренний садик. При том, что под окна я поставила рабочий стол, а садик я загнала в угол. Не очень логично, не очень все правильно, но как есть. У нас такая домашняя теплица, скрытая от глаз получилась. И вот эти вертикальные сады я, конечно же, взяла из другого цвета, потому что иначе у нас была бы полупустая странная комната, потому что, как вы видели, и книжных шкафов-то нету, ничего практически нету, пришлось выкручиваться, как получилось, короче. Но, конечно же, у нас есть вышивание и вязание, потому что там разноцветные все эти штуки, они подходят практически под любой цвет, но каждого человека делать вязальщиком и теперь уже и вышивальщиком, мне кажется, это кощунственно. Хотя, я думаю, каждый из нас в свое время пробовал и шить, и вязать, и вышивать, и, на трудах там все пробовали, я думаю, очень многие. Вот, я, кстати, вышивать я неплохо умею, но так, для галочки. А вязать неплохо. Когда-то умела, давно уже это было, но неважно. Важно, что, кстати, этим набором можно навязать одежды для животных, для курочек и всяких лам и всех прочих. Они такие смешные в этих одежках, конечно, оборжаться просто можно. Вот, можете заходить в мой новый челлендж выживания на ферме, который, похоже, скоро меня добьет, потому что я уже потратила половину своих нервных клеток туда. Вот, чтобы меня поддержать, можете зайти, что-нибудь посоветовать, пожалеть меня немножечко, мне будет очень приятно. Так вот, возвращаясь к квартире. Что я могу сказать? Эта квартира, скорее всего, для одного человека. И, скорее всего, женщины. Потому что мужчина бы здесь не выдержал. Да и, в принципе, не любая женщина бы здесь выдержала, честно вам признаюсь. Потому что все-таки слишком много розового. Как обычно, проблема в том, что, за счет того, что фильтруется весь розовый, он не всегда хорошо друг с другом сочетается. Розовый розовому рознь.
Потому что, как ни крути, есть же и такие яркие неоновые розовые оттенки, есть пудровые оттенки розового, есть совсем барбишные, вот эти такой вервиглазный розовый, есть такой приглушенный, есть марсалы, всякие такое, есть даже такой оттенок розового, который называется цветом бедра испуганной нимфы. Это официальный, кстати, цвет, да. Он такой есть, это такой нежно персиково-розовый, такой разбеленный, ну вот такой телесный, в розоватый оттенок, можно так сказать. Ну это такие художественные загоны. На самом деле розовых очень много оттенков, до любого цвета может быть миллион оттенков, потому что в нем могут преобладать либо синий, либо красный, либо зеленый, и вот эти сочетания, они дают нам миллиард разновидностей одного и того же цвета. Так вот, здесь мы получили, ну не миллиард, но несколько тысяч разных розовых, которые не всегда хотели друг с другом сочетаться. И тут как бы, ну как получилось, так как бы и получилось. Плюс стоечки у нас всего 2 вида было. Ну, по факту, по-моему, 3, но по сути 2. Ну, вот эти, как они, ну, кухонные, короче, тумбы. Вот, у нас всего 2 вида, и та, которая яркая, такая фуксия даже, я бы сказала. Мне вообще не нравится, она какая-то темная, я не очень люблю этот набор. Он, по-моему, из стандартного набора. Ну, из какого-то очень старенького, конечно. Вот. В общем, он мне не нравится, поэтому пришлось из нового набора взять. Ну, кстати, к части нового набора, именно кухонного варианта, я могу сказать, что он оказался очень дешевым. Ну, то есть он очень недорогой, если вы строите свою, ну, там, свой дом, свою квартирку, когда вы только начинаете, этот наборчик вам очень сильно поможет. То есть не стандартно вот эти вот облезлые бежевые страшные эти тумбы, которые... Наверное, каждый из нас с них начинал когда-то. Ну, то есть, когда вы только вселяетесь, вы там покупаете хорошую кровать, там душ, ванную, и вы там такие, ага, кухню надо будет чем-то обставлять, и не хочется сильно плохую как его называют, плиту ставить, поэтому, в общем, начинаем экономить в основном на шкафчиках. Ну, я так частенько делаю. Вот, и достаточно долго обычно Сим живет с вот этими страшными бежевыми облезлыми тумбами, которые мне не нравятся. Но у них очень такой вид для каких-то таких вот построек, для всяких коммуналок, для всяких заброшек, я прекрасно их использую. Соответственно, теперь у нас есть выбор. Можно поставить за небольшие деньги очень красивые новенькие тумбы, которые выглядят прекрасно, у них много цветов, много вариаций. Можно сразу оформить достаточно симпатично свою кухню, что не может не радовать. А еще у нас такое прям обилие холодильников, у нас давно такого не было, мне кажется. То есть с этим дополнением пришло целых 2 холодильника, и 2 они в таком прям ретро-стиле. Для меня это прям... Ай, класс! Мне очень нравится этот новый холодильник. Но я думаю, если вы часто смотрите мои постройки, вы заметили, что вот этот такой пухлый холодильник я ставлю теперь практически везде. Ну, потому что он запал мне в душу, он классный. Откровенно классный, он выглядит симпатично, мягко говоря. Ну, в общем, мне очень сильно понравился. Ну и креслице, конечно же, любимое, в цветочек я тоже поставила, да-да-да. Вас еще ждет домик опять в сельском стиле, никак я не могу отстать от этого всего. И от этих обоев в цветочек. Я наиграюсь, не перестану их так часто использовать. Нужно немножечко подождать. В общем, приятного просмотра, подписывайтесь, заглядывайте ко мне на канал, много чего интересного, много интересных построек, еще и челленджи, помимо выживания на ферме, на которой я не уверена, что мы выживем. У меня есть еще пекарня, кстати, старшая сестра еще есть, надо зафиналить этот челлендж, потому что там на самом деле остался только финал. Вот. В общем, много чего интересного. Заглядывайте. Я, кстати, не так давно прошла полностью всю карьеру дизайнера интерьеров, которая тоже достаточно еще свежа на самом деле. Не так давно это было, хотя кажется, что просто в прошлой жизни на самом деле. Но не так давно. Всего 2 месяца, 2 с хвостиком назад. Это не так уж много. В общем, приятного просмотра. До новых встреч.